Всем привет! Рада видеть вас на нашем еженедельном подкасте «Перелетные гуси». Сегодня у нас в гостях Мария Енхен, если я правильно произнесла фамилию. Правильно. Человек уникальный, интересный со всех сторон. Я думаю, что для наших слушателей будет особенно полезен сегодняшний подкаст, потому что, во-первых, 20 лет она уже живет в Германии. Сама она приехала из Украины. Но самое крутое является то, что она сейчас является коучем, психологом и интеграционным тренером. То есть это прям комбо все в одном. То есть человек личный опыт перенес в работу и, в общем, теперь помогает другим людям в интеграции. Я думаю, что больше о себе лучше она расскажет. Мария, привет! Привет, Наталья! Спасибо, что пригласила. Здравствуйте, уважаемые зрители, и слушатели. Так официально, но да, меня зовут Мария Енхен, я из Украины родом, Кременчуг, Полтавская область, 20 лет в Германии. У меня 3 образования. Я в Украине первое заканчивала в Кременчуге, кстати, экономика предприятия. Второе образование получила здесь. Это диетология, нутрициология, все, что связано с красотой и здоровьем, с нашей фигурой. Ну и третье, это мое направление, оказалось самым любимым. Это психология, коучинг. И с 22 года, по понятным причинам, я интеграционный тренер, веду госпроекты, помогаю нашим украинцам, которые приезжают сюда, интегрироваться, освоиться, прийти в себя и немножко разобраться с этой новой средой, в которую они попадают. Я хочу добавить то, что мы с Марией познакомились. Я, получается, тоже ходила на курсы интеграционные к вам. Точнее, мотивационные они называются, да. Правда, у меня был другой тренер, но в итоге мы вышли друг на друга. И действительно, вот эти школы, вот эти проекты, которые Германия дает, они, конечно, очень крутые. Ну и я рада, что вышла на такое знакомство благодаря такой программе, скажем так. Да. Ну что, могу рассказать немножко о своем опыте, потому что я понимаю, что люди, которые тебя слушают, тебя смотрят, они либо недавно приехали, либо проходят, и проходят тот же путь. Ты всегда сталкиваешься с определенными моментами, которые тебе тяжело, может быть, преодолеть. По себе вспоминаю, я буду сегодня пару моментов о себе говорить, что мне помогало в тяжелые моменты. Это смотреть, слушать вдохновляющие истории, которые вот если другие люди смогли, то и я смогу. Это поддерживает, это как-то мотивирует и не дает опустить руки. А это самое главное. Да, я хотела сказать, что вот сейчас, конечно, мне кажется, что те, кто едет, я не говорю там про беженцев, я говорю сейчас скорее там про иммигрантов, либо про беженцев, которые более-менее осознанно ехали. Сейчас, наверное, им даже немножко легче, потому что больше информации, больше источников, куда можно обратиться. Я думаю, что твой опыт был, такой, прям жесткий, потому что в то время, 20 лет назад, не был так интернет развит, нельзя было там кейсы посмотреть, послушать, все приходилось самой на ощупь. Если можешь, расскажи свой опыт и вот немножечко какое-то сравнение, если можно, вот с тем, что сейчас, например, как сейчас происходит интеграция и тогда, как ты переживала. Да, я ехала за границу одна, это было осознанное решение, но я ехала, воспринимала это как приключение. Мне хотелось увидеть за границу, мне хотелось уехать из страны, скажем так. Я ехала практически без знания языка. Мой первый язык это был английский, и я всю жизнь мечтала попасть в Америку, учиться в ней. Но так сложилось, Америка меня не принимала, не брала никак, и волей случая я попала в Германию по контракту как au-pair. Это программа по заботе о детях, то есть ты едешь нянькой в семью по контракту, со страховкой, все официально, тебе платят какие-то карманные деньги, и ты просто живешь с семьей под одной крышей, заботишься о детках и, учишь немецкий, знакомишься с страной, все, что хочешь. Это был очень интересный опыт. Это было мое первое столкновение с немецкой культурой и менталитетом. Сразу скажу, что со временем я поняла, что, в каждой нации бывают как такие люди, так и другие, как с плюсом, так и с минусом. Поэтому нельзя по одному случаю судить о всей нации. Мне попались определенные персонажи, то есть я попала в семью работающих мамы и папы, где их практически не было. У них было 3 детей, 6 лет, 4 и 8 месяцев. То есть малыш у меня на руках, можно сказать, он пошел на моих глазах. То есть это такой еще грудничок совсем. Единственное, мама его не кормила грудью уже. Мать была врач, а он, в общем, работал с яхтами как-то так. То есть я 15 лет прожила на севере Германии, в Гамбурге, хотя всегда хотела на юг. Сейчас моя мечта сбылась. Я живу на юге Германии, недалеко от Штутгарта. Что скажу о семье? Своеобразная
разные люди. Они меня приняли, они дали мне этот шанс, и я за это благодарна, потому что раньше уехать за границу, в Германию, это нужно было сделать отдельную визу, ехать в консульство в Киев, выстаивать очереди, подавать заявку, и если тебе это одобрят, то тогда ты получаешь визу. Ровно на тот момент, сколько у тебя либо билеты есть, да, вот этот промежуток времени, либо контракт, либо под что-то. То есть это была основа подспорья, на основе которого я получила визу. Просто так за границу раньше не пускали. Такого условия, как сейчас, что 90 дней ты можешь приехать, побыть здесь и потом обязан уехать, такого не было. Раньше подо все нужна была основа. Они мне эту возможность дали, за что я им благодарна, но дальше был путь непростой. Много примеров приводить не буду, но для интереса люди иногда считали куски хлеба, которые я отрезала, немного ли я съела. Ну, бывает. Да, я всегда смотрела на это с улыбкой, понимая, кстати, первый лайфхак, понимая, что эта ситуация временна. И это пройдет. Помните, как у Соломона, царя Соломона, и это пройдет. Но когда ты имеешь цель, ты понимаешь, что я могу это выдержать, и это не страшно. Я понимала, что я не буду в этой семье жить 10 лет или всю жизнь. Это всего лишь программа на короткий период времени, а дальше у меня свои цели. Поэтому я относилась к этому легче. Я так понимаю, что программа дается как на год, да, там, насколько ты приезжаешь, и твоя задача выучить язык за это время, или что ты вот, каким образом можно было зацепиться? Моя задача личная была, да, выучить язык. Задача, да, за цель. Есть цель, а есть за цель. Это уже коучинг пошел у меня. За цель была поступить в университет, потому что, поделюсь своей мечтой, и все помнят сериал «Беверли-Хиллз 90-210». Там мы смотрели, когда-то показывали по телевизору. И вот я смотрела на этих студентов, которые сидят на зеленых лужайках, а что-то там пишут, вместе делают домашние задания. Думаю, господи, как же это прекрасно в университете вот так на лужайках сидеть, смотреть, заниматься там, общаться. И мне всегда хотелось поучиться где-то за границей. В Америке, как уже сказала, не судьба не сложилась, поэтому эта мечта перенеслась на Германию. И хотелось поступить, получить европейское образование. Но как получится у меня, я не знала. Я себе так сказала: я даю себе год, я буду максимально делать все, что могу, а там как будет. Знаете, есть постулат хороший: делай, что можешь, и будь, что будет. И по этому принципу я, по сути, живу всю свою сознательную жизнь. Программа ОПР — это прекрасная возможность была тогда, да и сейчас тоже, кстати, выехать на легальных основаниях со страховкой, с крышей над головой. Плюс из-за того, что ты живешь в семье, ты можешь базовый немецкий уже выучить. У тебя постоянно есть общение. И я себе сказала, что параллельно я буду ходить на какие-то курсы еще, заниматься и максимально самостоятельно учить язык. На курсы я особо не ходила, скажу сразу. Раньше тогда интеграционных курсов, как сейчас, А2, Б1, вот это Б2, это давали только первым переселенцам, и то только на полгода. Вот за полгода что выучил, вперед. Таким, как я, никаких курсов не светило. Ну, разве что, если ты за свои деньги в частной школе куда-то идешь, пожалуйста. Но тогда такой курс плюс-минус стоил 500-600 евро в месяц 20 лет назад. Для меня это были баснословные деньги. И, конечно, об этом речь не шла. Учила язык я самостоятельно. Ну, вот, получается, если так подытожить, да, помогло понимание, да, того, что это временно, того, что ты делаешь, вот какие-то вот такие итог, да, вот что помогло преодолеть эти сложности, когда у тебя там куски хлеба считают или еще что-то, вот что помогло пережить? Смотрите, скажем так, основное — это мечта. Из этой мечты есть производная цель, и когда ты видишь эту цель перед глазами, ты понимаешь, я к ней иду, и сейчас вот эта ситуация, что со мной происходит, она временна. Эта мотивация впереди, как морковка, знаете, у ослика. Есть мотивирующая морковка спереди, а есть сзади. Нам сзади она не нужна, то есть когда ты бежишь от плохого, от чего-то нехорошего. А есть мотивирующая морковка спереди. Вот эта мечта, цель, которая тебя притягивает. Я себе всегда говорила: да, у меня это временная ситуация, я переживу, самое лучшее еще впереди. А были такие моменты, когда хотелось все бросить и сказать до свидания и поехала обратно? Это было зря. Конечно, конечно. Кстати, это было сразу. Это было сразу месяца через 4-5 после моего приезда. Я приехала домой, и мы поехали в отпуск с родителями. Самое интересное, это был тогда 2005-2006 год. Достаточно неплохо шла экономика в Украине в целом, да, и дела у родителей моих шли хорошо. И я приехала, посмотрела на этот благополучный мир тогда. Да, мои все сокурсники, с которыми я училась в университете, они начали работать, какую-то карьеру делать, кто-то там замуж вышел, кто-то детей родил. Вот такое счастье
счастье, благополучие, вот какая-то вот такая надежда, а мне туда. И я там мучаюсь каждый день с этим немецким в надежде, что я сдам экзамен, чтобы опять пойти учиться. То есть я в этой стадии ученика, студента зависла на пару лет, и я понимала, что это еще будет длиться. Тогда как мои однокурсники, они уже давно вот вышли в взрослую жизнь, уже как-то начали жить. Это могло очень сильно подкосить. Но, опять же, мне так хотелось получить европейское образование, я понимала прекрасно, какое подспорье это для будущего, что вот это краткосрочное, может быть, неравенство пока меня не смущало. И когда я рассказывала, например, своим сокурсникам, бывшим с университета украинского, да, я сейчас нянькой в семье работаю. Я не стеснялась об этом говорить. Они, конечно, смотрели так, ну, молодец, ну, прикольно. Ну, все с таким вот... Значит, экономистка же. Да, такой экономист с красным дипломом, между прочим, поехала нянькой за границу. Они не понимали, многие не понимали, зачем мне это. Все же хорошо, вышла бы замуж там прекрасно, жила бы себе счастливо, да, все же хорошо. Но нет, у меня, как всегда, мне всегда мало, мне всегда нужно дальше, больше, выше, сильнее. Но это, наверное, спортивное прошлое говорит, потому что... Я могу понять, потому что мне тоже говорят, господи, куда тебя все время несет? Мне все время говорят, куда тебя все время несет? А я говорю, как? Нужно еще где-нибудь поучиться, нужно что-нибудь сделать, нужно что-нибудь придумать, давайте что-нибудь движку. Конечно. Но на самом деле мне вот еще почему уехала, многие спрашивают, почему ты уехала? Мне было тесно, честно. Мне было тесно, мне было мало, и мне многие вещи из нашего менталитета не нравились. Мне не нравилось отношение иногда к женскому полу. И это отдельная тема, если мы сравниваем, как относятся к женщинам здесь. Это очень интересно. Поэтому я, наверное, тогда ехала от морковки негативной, да, потому что хотела чего-то другого. Как сейчас понимаю, интуиция меня не подвела, и я все сделала правильно. Класс. Вот интересную тему ты затронула, да, вот эту разность менталитетов. Если можешь, расскажи подробнее. И вот такой еще вопрос, да, туда. Было ли такое понятие, вот как культурный шок? Было ли что-то в немецкой культуре, что ты такой, ну нифига себе, очень, ну, как бы непривычно, удивительно и странно? Конечно, разность менталитета, она видна была сразу, и всегда нужно время, чтобы к нему адаптироваться. Во-первых, его узнать, не обязательно его принимать, но адаптироваться. И, возможно, культурным шоком для меня было то, что они очень легко относятся, порой очень легко относятся к этой жизни. Если брать, как они собираются, например, там что-то как-то прочесалось, накинула, и все, и красотка, и пошла. У нас же мы перед событием целую делаем себе что да как, это такая основательная подготовка. Да. Здесь ко многим вещам подходят они проще. И это действительно облегчает жизнь. Сейчас и я так подхожу, проживя 20 лет, я тоже подхожу. Да, решим. Да, раз, два, три, все, пошли, собрались. Может быть, каких-то убеждений таких ненужных у них нет. Они не настолько суеверные, как мы. Вот эта черная кошка, вот эти все дела, там через плечо постучать, это все, здесь этого нет. Они сметают крошки со стола, и у них все нормально с деньгами, понимаете? На угол стола садятся и замуж выходят. Ой, про угол это отдельное. Я про себя, я второй раз замужем. Первый раз я была замужем за русскоязычным парнем 15 лет назад, и сейчас у меня коренной немец, муж. Поэтому мне есть чем сравнивать. По секрету скажу, на углу я сидела всю жизнь. Девочки, не спасает. Поэтому это все суеверные вещи, которые не работают. Да, мне кажется, вообще все вот эти вот суеверия, так же, как и наша такая постсоветская культура, строится на попытках перенести ответственность, как всегда. Вот, типа, со мной вот это произошло, потому что вот я, выходя из дома, забыла ключи, мне пришлось вернуться, я вернулась, в зеркало не посмотрела, и вот это вот со мной весь день пошел на смарку. Вот, это вот все, очень многие, как бы, на мой взгляд, так же, как и религиозные какие-то такие приметы, это все про то, чтобы, виноват кто-то, а не я. Однозначно, да, перенос ответственности. У немцев они больше решают по факту, от этого такое легкое отношение. И что мне нравится, это не было культурным шоком, но это было таким удивлением приятным. Они соблюдают субординацию, то есть они уважают свои границы и уважают границы других людей. Они никогда не придут, не зададут вопрос, а что не замужем? А деток что нет? Не хотите? То есть вот с такими бестактными вопросами они в чужую жизнь не лезут. Только если человек сам не затрагивает какую-то тему, они никогда не будут тебя спрашивать, и я считаю это прекрасно. Я столько раз сталкивалась в Украине с бестактными вопросами,
вопросами. Когда-то я уже просто начала отвечать в таком же характере, и мне перестали их задавать. Да, потому что у меня очень много среди клиентов девочек, может быть, тоже, которые без детей, и это не значит, что они хотят. Ты не знаешь, какая история у этой девочки. Может быть, она уже 10-12 ЭКО сделала, и у них не получается. Может быть, это их проблема, это ее большая боль, а ты как раз туда этой иголочкой тычешь. Поэтому очень аккуратно с этими вопросами. И вот это не культурный шок, это, наверное, культурная больше изюминка, которая мне понравилась. У меня, кстати, тоже есть, ну, еще вот до иммиграции в Германию, у меня были знакомые немцы, с которыми я общалась, и было очень прикольно, когда у этих людей всегда все хорошо. То есть там семья, у мужчины серьезное заболевание, он там раком заболел, все. И ты вот как ни спрашиваешь, у них всегда все хорошо. Он едет с химиотерапией, и у них всегда все хорошо. Я понимаю, что это там дистанция определенная между нами. Ну, просто зачем вот это вот жаловаться, рассказывать, тебе все равно никто помочь, ну, грубо говоря, не может. Это так классно, что они не месят вот эти проблемы между собой, а говорят по делу. Да. Плюс они не хотят грузить тебя какими-то вещами, которые ты все равно не можешь иногда помочь. Но зато, если они знают, что ты им можешь помочь, они не стесняются попросить об этом. Ну, для меня, например, было культурным шоком, ну, я тоже называю это культурный шок, на самом деле это не шок, что если ты что-то спрашиваешь, и он, ну, немец или там немка не хотят, они спокойно тебе говорят нет. Типа, будешь? Нет. И нет, это не как у нас кокетство, там, да нет, как-то нет. Ну, нет, значит, человек действительно не хочет. Или там, можешь помочь? Нет, не могу. Они уважают вот это свое право, да, наверное, на отказ, как-то так это можно назвать. И вот это прям очень здорово. Тоже как бы непривычно для нашей культуры, потому что у нас как-то принято друг другу что-то вопреки, там, не знаю, жертвуя собой, куда-то там нестись, что-то помогать. Здесь нет. Человек такой, ну... Я тебе могу сказать, это наша, как психолог сейчас, это наша советская прошивка. Даже те, кто родились после уже развала Союза, все равно нас воспитывали советские родители. Вот это стремление быть хорошей девочкой, хорошим мальчиком. Послушным, всегда соглашаться. Ну, это я утрирую сейчас, конечно. Но, не дай бог, попросили, сделай, пойти на какую-то уступку, пойти на какую-то жертву. Здесь этого нет. Здесь людей, детей не воспитывают в жертве изначально. И поэтому они нет, хочу, приходят, говорят, не хочу, они так тебе прямо и скажут. И у немцев меньше вот этих двойных, знаете, между строк читания. Вот у нас иногда фраза может иметь двойной смысл. То есть, что он имел в виду, еще там поди догадайся. Немец говорит прямо вот так, значит и есть. И в этом проще их понимать. Ну, я, получается, здесь уже год, а где-то наверное, перед Германией я прожила чуть больше там года в Турции. И даже там, ну, общаясь опять же с европейцами, я вернулась в Украину, там по делам мне надо было там документам порешать, и я поняла, что спустя там год с лишним я уже не смогу жить, ну, вот в этом менталитете в нашем. Я понимаю, что на самом деле это очень классная позиция в жизни. Вот этому стоит поучиться у немцев. Ну, наверное, не у европейцев. Наверное, это такая больше немецкая черта, история. Да, европейцы, они все разные. Есть же разные, есть итальянцы, есть французы, и они отличаются. Я могу сказать, что я до 22 года жила практически на 2 страны, потому что мои родители, бабушки, дедушки, все жили еще в Украине. И мои родители, кстати, приехали так же, как многие беженцы вот сейчас после 24 февраля. Поэтому это в моей семье, все эти этапы я прохожу ровно так же, как и миллионы людей, к сожалению. Тем не менее, я вижу на своей семье примеры, как люди, что они проживают, что они проходят и какие у них процессы внутри. Помимо этого, есть ли какие-то привычки, которые ты вот за собой уже замечаешь, что ты начала так же вестись? Ну, понятно, что за 20 лет наверняка привычек много. Можешь рассказать, что вот ты в свою жизнь внесла? Ну, первое, то, что мне сразу понравилось, и я это переняла, и я сейчас этим живу, это порядок, сортировка мусора. И я не могу, вот будучи в Украине, например, я не могу, если нет мусорного ведра где-то по улице, я не могу просто пойти и бросить на там обертку на тротуар. Ну, не поднимается у меня рука. Или банановую кожуру даже. То есть яблоко еще ладно, там вкус какой-то. Но это все. Или пластиковые бутылки. Когда их не сдают обратно, ну, жалко. Ты понимаешь, что этот пластик где-то окажется, хорошо, если его переработают, а если нет. То есть вот эта вот охрана окружающей среды, забота о природе, она в немцах так глубоко сидит, и это так прекрасно. Именно поэтому у них такая экология, именно поэтому чисто, и именно поэтому здесь в этом плане хорошо. Я даже в Италии замечаю, там нету обратного возврата пластика. Мне жалко выбросить эту бутылку. Я понимаю, это 25 центов.
но у Нелидово нет. Плюс экономия воды, например, ну это сразу, наверное, мне кажется, встраивается. Уже даже при чистке зубов ты закрываешь воду. Ну что она будет течь зря? Я пока, я очень люблю мыться, вот, и мне это пока тяжело дается. Я помню, что еще даже в Украине я как-то квартиру одну сняла. Давно еще было в студенческие годы. Приходит счет за воду, мне хозяйка звонит, говорит: ты что, русалка? Я, говорит, столько расход воды в своей квартире в жизни не видела. Вот. Это как-то невольно происходит, да. Я тоже замечаю, что я зашел в душ, намочился, поставил воду на стоп, а потом смываешься уже все равно как-то автоматически. Это так или иначе ты перенимаешь это все, да, то есть вот эта тактичность, мне очень нравится улыбка. Заходишь, куда бы ты ни заходил, ты здороваешься. Какая-то улыбка. Раньше, до того, как я выехала вообще за границу, ходили слухи: ой, у них там пластиковые улыбки. Вот они не искренние улыбки. Слушайте, я пожила несколько лет, я сказала: слушай, знаете, пусть лучше мне не искренне улыбаются, чем вот эти вот мины, которые ты заходишь в магазин, и 3 продавщицы стоят на тебя и смотрят с головы до ног, обсмотрели, и так, ну что ты тут. Это вот у меня такой опыт часто причем случался в Украине. Поэтому, знаете, я считаю, не такая уж плохая и привычка здороваться друг с другом, улыбаться. Даже если у тебя плохое настроение, все равно улыбка, ты даже сам улыбнешься. Кстати, это психологически было доказано, что когда ты улыбаешься, у тебя сокращаются определенные мышцы лица и срабатывают нейронные связи в мозг, что жизнь лучше. Да, то есть в мозг у тебя сигнал подается, что все хорошо, что что-то позитивное. И через время ты понимаешь, что настроение улучшается. Поэтому это, кстати, как упражнение такое можете. Если прям совсем все плохо, подойдите, улыбнитесь, постойте пару минут. Со стороны скажется смешно, но, знаете, ради хорошего настроения, ради того, чтобы тебе помочь иногда, можно это сделать. Я, кстати, тоже могу сказать, что это действует. Иногда бывает, когда просыпаешься. У меня это с утра. Если с утра я чувствую, что какое-то настроение не очень, я прям такая подхожу к зеркалу, улыбаюсь, даже иногда говорю себе там что-нибудь типа: ты чё, Наташка, там, да все классно, да этот день там изменит твою жизнь, что-нибудь такое, себе какие-нибудь установки даю. И действительно работает. Даже ты потом забыл, что ты это сделал, но уже вот день как-то идет на другой ноте совершенно. Да. Всегда мотивируют какие-то цели. И если у тебя большая цель, разбей ее на маленькие, чтобы у тебя каждый день была хотя бы частичка той цели, к которой ты идешь. Когда у тебя каждый день этот план есть, и ты можешь настраиваться каждое утро на свой день. И даже если что-то пошло не так, все равно у тебя общий настрой, общий фон остается позитивный. И это очень помогает. Это, кстати, из последних моих обучений, наблюдений и работы с людьми. Я сама это очень сильно практикую, и это невероятный дает результат. Невероятный. Каждый день ставить себе микроцель для достижения. Каждый день, да. Каждый день микроцель, и каждый день план, и каждый день с утра настрой на этот день. Настрой на день, неспроста вот эти все магии утра, если кто знает, да. Я не говорю в 5 утра вставать, упаси Господи. Я сама люблю поспать, нет. Но хотя бы 5 минут для себя сесть, настроиться, если хотите, это медитация, у кого что. Каждый предпочитает свое, но это обязательно. И это очень помогает сохранять вот этот позитивный настрой. Особенно если ты понимаешь, что много дел, ты не знаешь, как какие-то вопросы решить, когда реально морально иногда тяжело. Вот именно в такие моменты. Такой еще вопрос, да, немножко вернусь назад про изучение языка. Насколько вообще был тяжелый немецкий? Как по ощущениям? Помогает ли он, отражает ли он культуру, по твоему мнению? Ты знаешь, полностью. Вот сейчас я понимаю, что отражает полностью. Voll und ganz, да, как немцы говорят. Он, во-первых, очень логичный. Он витиеватый, с вот этими всевозможными моментами, тонкостями. Такие, как и немцы, по сути. Они внешне кажутся очень чопорными, очень, может быть, иногда холодными, очень четкими такими, что у них вот право, лево и ничего дальше, да, то есть вот какие-то. Нет. На самом деле это только внешняя оболочка. Когда они начинают раскрываться, они тоже многогранны, они тоже любят всевозможные виды направления в жизни, да, и литературы, и искусства, и всего, да. Но этого не видно снаружи. И вот немецкий язык, он, казалось бы, вроде бы логичный, но в каждом правиле есть свои исключения. А если еще дальше копнуть, то исключение из исключений. Поначалу мне казалось, конечно, немецкий язык это такой, как гавкающий, такой вот. Если сравнить с славянскими языками, да, они более мелодичные, они как-то вот. У нас не так речевой аппарат напрягается. Я просто в рамках интеграционных курсов даю частично немецкий. Я не преподаватель немецкого языка, но в рамках госпрограмм просят иногда помочь с немецким. Поэтому, поскольку
поскольку у меня своя выработалась система изучения языка, я даю по своей системе. И как оказывается, людям это отзывается. Потому что иногда программы, которые дают интеграционные курсы, не хочу ничего сказать против, но они сложны для людей. Вот. А когда выстроена система, то тебе легче с этим разбираться. И вот так я учила сама и понимаю, что прежде всего, когда я рассказываю, почему я про речевой аппарат заговорила, что немецкий, он более жесткий язык. Связки работают по-другому. Почему нам тяжело, да, Entschuldigung, да, ich werde там irgendwas machen. Мы когда даже элементарные вещи говорим, у нас уже рот весь устал, потому что мышцы работают по-другому. Это как новая тренировка. Ты когда приходишь, изучаешь новые движения, это всегда неудобно, мышцы новые болят. То же самое здесь. Нужно тренировать речевой аппарат, тренировать произношение. Как вот с новым упражнением, разучивать. И, может быть, где-то и сейчас я уже думаю, не такой же он и жесткий этот язык. Мне даже нравятся какие-то песни на немецком. Ну и я сама на нем, это мой второй, можно сказать, уже мой второй родной язык. Слушай, можешь еще поделиться лайфхаками? Вот ты говоришь, у тебя какая-то система есть изучения вот для тех, кто сейчас нас смотрит, говорят, что ну невозможно его выучить, ну не получается, ну так мыкаются, тыкаются, ну просто какие-то, вот как ты его учила. Да, да. Смотрите, чтобы для понимания, я приехала в июле месяце 2005 года, в январе 2006 я сдавала тест DAF, это Deutsch als Fremdsprache B2 C1. То есть я сдавала этот экзамен через 7 месяцев практически. Основа, я всегда так говорю своим ученикам и вот зрителям твоим скажу, давайте представим дом. Вот как мы строим дом. Сначала мы забиваем сваи, потом какой-то каркас, а потом уже идет начинка, да, выкладывается электричество, сантехника, вот внутренние работы. Так вот, важно для себя выстроить базу, выстроить вот этот каркас. Каркас немецкого языка — это понимать der, die, das, что это? Рода, падежи и времена. Это база, это, можно сказать, каркас этого дома. А уже потом словарный запас, какие-то тонкости языка, вот эти двойные союзы, конъюнктив 2 и все такое. Сейчас не буду никого пугать. Но это как раз начиночка уже. Вы этим обрастаете со временем. И я всегда говорю, на язык нужно время. Какие-то моменты я до сих пор добираю сейчас, а я уже 20 лет живу. Вы язык будете учить, ну не то что всю жизнь, но долгие годы. И надо быть к этому готовым. Не ждать, что через вот 2 года сказали, через 2 года я должна заговорить. Ты заговоришь, но будь готова говорить с ошибками. Ну да. Очень многие себе, особенно те, кто, я сталкиваюсь, да, с девчонками, там, с ребятами из Украины, кто занимал какие-то руководящие должности или преподавателями были, у которых там поставленная красивая речь, и они прям не могут переступить через этот барьер, говорить с ошибками. Они прям себя ругают, они прям слушаешь, ну, как бы, как по мне, там, да, я была там совсем на начальном уровне, вот мы были на курсах, у нас была женщина, боже, как по мне, так она просто щебечет, как птаха, а она такая, ой, я так ужасно разговариваю, так, и она себе не позволяет говорить. Это, кстати, часть нашего менталитета тоже, разница, вот мы начали говорить о том, чем отличается менталитет немцев и наш, в том, что они не боятся ошибок, они не боятся пробовать, даже если ты не на 100% готов. У нас вот этот перфекционизм, страх допустить ошибку, она откуда идет? Она идет, естественно, из детства, из школы. Нас очень ругали за то, что ты где-то ошибся, нас наказывали, если там 4, а не 5. То есть у нас вот это вот, с одной стороны, хотели как лучше, а получилось как всегда, как я люблю говорить. А это привело к тому, что во взрослом возрасте мы боимся совершать ошибки. А к чему это ведет? Когда мы боимся совершать ошибки, мы лучше я ничего не буду говорить. Я не хочу позориться. Лучше я ничего не буду говорить. И это не самая лучшая стратегия. Так вы язык не выучите. То есть еще один лайфхак. Ляпать, как знаешь, как идет, говорите. По-другому вы не перейдете этот барьер. Не стесняться опять быть школьником, лузером. Не стесняться опять ошибаться. Так самое главное, ты когда ты даже ошибаешься, немцы такие, о, у тебя такой немецкий классный. То есть, когда с немцами общаешься, они тебя хвалят все время, говорят, да ты так классно разговариваешь, да ты что, давай больше говори. У меня даже была такая ситуация, недавно я ездила, значит, в Турцию, там вот этот инцидент с мотоциклом, я приехала, и мои тут знакомые украинцы, боже, да зачем, вот вечно ты куда-то поедешь, с тобой что-то произойдет. Я говорю, да вы же понимаете, что со мной что-то происходит, потому что я что-то делаю, пробую. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Да. Чем больше у вас ошибок, тем больше показатель, что вы делаете, что вы растете, потому что ошибки — это показатель роста. Конечно, нужно делать анализ из этих ошибок, чтобы их больше не допускать и, соответственно, расти. Но без этого невозможно развитие. И язык, основная база, выучить, вот то, что я сказала, эти моменты можно взять элементарно в Ютубе, друзья мои, и в интернете. Падежи, времена,
объяснение прекрасное сейчас есть. То есть вы это можете взять. Словарный запас берете из книг чтения. Еще никто ничего нового не придумал. На курсах вам эти слова точно так же дали список, иди учи. То есть я брала книги, читаю страницу, выписываю все неизвестные слова. Тогда не было словарей онлайн, да, у меня был Оксфордский словарь немецкого языка, вот такой, не самый большой. Кстати, я с этим словариком ходила. Да, 20 лет назад не было еще такого. Да. Google поиска не было. Да, ну сейчас те, кто говорит, я вообще не могу выучить язык, у меня, конечно, есть вопросы. Как ты его учил? Вот, потому что не выучить шансов нет. Но вот по своему опыту могу сказать, что немецкий не такой страшный. То есть я поначалу, когда начала изучать, мне казалось, ну все, ни одного привычного слова. А потом ты начинаешь его учить, он действительно очень-очень логичный. Для меня, конечно, самое главное, надо полюбить язык. То есть если у тебя нет мотивации и желания, то выучить очень сложно. Вот прям как-то надо к нему как к другу к своему обратиться, сказать, блин, дружище, давай что-нибудь там поучим. Ты знаешь, я недавно анализировала, меня, кстати, в одной из групп спросили, вот как вы так быстро выучили, как вот эту мотивацию, откуда ее брать? И я сначала затруднялась ответить, а потом я поняла, сейчас люди не ограничены временем, сейчас никто их не подгоняет. У меня ситуация была такая, что если я не сдаю экзамен, не поступаю в университет, то у меня виза заканчивается, я уезжаю обратно. А ты попробуй опять повторно на ОПР не брали. Да, то есть шанс был один. И вот это понимание, что если сейчас я не сделаю, я уезжаю обратно, и у меня двери закрываются. Ну, это мотивация ого-го, конечно. Ты понимаешь, да, выхода нет. Я пробую все. А сейчас дали возможность, ну, хочешь, поучи. Ну, давай еще интеграционные мотивационные курсы. Ну, пусть тебя смотивируют, учить немецкий. Камон, друзья мои. Ну, как бы, ну, в смысле? Еще и заплачено за все. То есть за жилье никто не платил, за социальную помощь я не получала, интеграционные курсы никто не оплачивал. А здесь просто много чего оплачивается. Окей, ситуация другая сейчас, да, в связи с мировыми событиями. Но в целом, надо себе ставить цели и по времени тоже, да, чтобы они вот к такому-то моменту я планирую то-то, то-то. Поступить в университет, пойти на работу, что-то. Только так это работает. Еще такой вопрос, да, вот ты несколько раз уже упомянула про группы. Есть ли какие-то типичные трудности, я сейчас не только про язык говорю, а вот с которыми сталкиваются иммигранты или беженцы? И можешь ли ты какие-то, может быть, кейсы рассказать, вот прям такие типичные, да, может быть, когда у людей какие-то, не знаю, депрессии возникают, какие-то вот такие вот штуки, человек может, ну, как-то себя поддержать, помочь. В каких случаях, ну, там уже нужно, понятно, обратиться к психологу, потому что такие случаи я тоже видела, что там человек 2 года и просто вот все глубже и глубже в это уходит. А в каких-то случаях, может быть, можно себя поддержать, как-то немножечко себя смотивировать, как-то двигаться дальше. Ну, вот, может быть, какие-то упражнения. Ты знаешь, случаев очень много, конечно же, но нужно понимать, если мы говорим об украинских беженцах, да, из-за чего они приехали. Многие из них потеряли все, многие из них потеряли родных. Если это очень тяжелые случаи психические, я всегда советую обратиться к психоаналитику. Ничего плохого в этом нет. Это помощь, которая необходима. У нас, к сожалению, в менталитете, разница менталитетов опять, до сих пор есть понимание или мнение, что даже психолог, психиатр, психоаналитик — это что-то постыдное, я же не психбольной. То есть признать, что у меня какие-то проблемы, это якобы что-то постыдное. Ничего в этом нет. Это такая же помощь медицинская, как хотите, да, когда у человека болит желудок, кишечник, сердце и так далее. То есть это тоже орган, психика — это орган. И если какие-то проблемы такие есть, нужно обращаться. У меня были случаи, когда я говорила, обратись, но человек этого не сделал. И ситуация лучше не стала. Поэтому очень аккуратно. Потом то, что психика не переварила, переходит в тело. Наше тело отрабатывает то, с чем не справляется психика. Это называется психосоматика. Поэтому, если мы хотим оставаться красивыми, здоровыми, энергичными, нам нужно прежде всего заботиться о психике. Депрессия — это, кстати, уже серьезный момент. Да, тут тоже можно. Я бы всегда рекомендовала обращаться к психологу, когда какие-то есть у тебя длинные, затяжные истории, с которыми ты сам не можешь справиться. Ничего плохого с этим нет. Сейчас очень много психологов, которые нашим помогают и бесплатно, и в Украине это не так дорого, и здесь можно найти, и здесь, к тому же, от страховки
страховке можно найти психолога, который будет оплачено, поэтому эти возможности здесь есть. То есть в Германии можно пойти к психологу по страховке? Конечно, да. Другое дело, что русскоязычного надо найти. Это раз. Ты к ним очередь стоишь, это два. Не факт, что тебе зайдет три. У меня тоже такие случаи были, да, когда люди приходили и вот с таким опытом уже. Как себе помочь, ты спросила? Все начинается с вот каждого дня. Ты настраиваешься на день, потому что серьезные проблемы вот психологические, они не возникают вот так. Это всегда мелкие вот проблема на проблему, на проблему, на проблему, накопительный эффект. Он бывает как позитивный, так и негативный. Поэтому у нас никакая ни болезнь, ни расстройство никакое не возникает вот так. Всегда этому предшествовало ряд событий, которые ты просто упустил. И сказал, да, выровняется. А нельзя пренебрежительно к себе относиться. Если ты чувствуешь какие-то моменты, сразу нужно решать. Вот из упражнений это настрой на день. Так, чтобы ты мог сразу отслеживать, какие у меня настроения сейчас, переключаться на позитивный контроль мысли, если хотите. Наши мышление порождает определенные эмоции. От хорошей мысли у нас радостно, от негативной мысли, от какой-то новости у нас сразу там гнев, обида, разочарование, всевозможные негативные эмоции. Если мы хотим управлять своим психическим состоянием, научиться сначала своим мышлением, контролировать мысли, контролировать поток, что мы читаем, что мы смотрим. Многие же 24/7 в этих новостных лентах. А что там, разве какие все успешные и красивые? О хорошем новости? Нет. Мы знаем, о чем новости. И нужно учитывать то, что наш мозг, ему свойственно притягивать свое внимание к негативному больше, чем к позитивному. Это свойство мозга, это не я придумала, это уже давно исследовано все. Зная это, контролировать. Так, мне сейчас это ведет к результату? Нет, все, переключаемся на позитив. Искать этот позитив. А вот как людям, которые, да, в растерянности? Понятно, что я думаю, что многие смотрят подкаст именно те, кто, эмигрировал в этот период. И потихонечку приходит понимание того, что вернуться назад непонятно, когда будет возможность и будет ли вообще. Как себе, я не знаю, глупо звучит, наверное, признаться себе. Тут мы, наверное, помочь там самостоятельно, точнее, вот так вот всей массе не можем, да, но как перенастроить себя, как найти новую цель, потому что я знаю прям очень многие просто вот в состоянии потерянности, они потерялись. Были другие цели, были другие планы, все было такое временное, но сейчас это временное уже переходит в постоянное, и прям действительно я вижу очень много кейсов, когда люди просто не хотят себе признаться, что, надо ставить новые цели, надо что-то менять. Может быть, можно какие-то вопросы для себя ответить, как признаться себе в этом. Слушай, очень сложно давать обобщенные советы, потому что каждая ситуация, она частная. Во-первых, узнавать, как человек приехал, потому что есть разница. Приехала женщина одна, без детей, и вот она здесь, и вот у нее одно состояние. Или это женщина, которая 2 детей вывезла. И я всегда смотрю в частности, потому что каждому нужны его слова, которые на него подействуют. Да, вот женщине можно, которая одна, сказать, что ты можешь построить заново свою жизнь, ты можешь снова устроить свою жизнь личную, встретить любовь здесь, какую-то новую профессию получить. Опять же, какой возраст, да, смотреть. Женщине, которая с детьми приехала, сказать, что да, тебе сейчас тяжело, но это твоя цена сейчас, вот пусть эта мысль у тебя будет, это твоя цена, которую ты платишь за спокойствие и мирное небо для твоих детей, чтобы их психика оставалась здоровой. Знаете, понимание, что да, тебе сейчас тяжело, но ты сделала это ради мирного неба над своей головой, над головой своих детей. И сейчас мы же ради кого-то это делаем. Если не ради себя, то ради кого-то, как правило, да. Каких-то общих таких рекомендаций, честно, сложно дать. Я думала об этом, да, как это сформулировать можно, но реально это очень сложно, очень сложно. Я всегда люблю говорить с нами, зачем-то это происходит сейчас. И что-то жизнь тебе пытается сказать. Ты выжил, это первое. Ты сейчас в Германии, не все в Германии оказались. Кто-то оказался в Польше, где социальной помощи нет, и всех выгнали на работу. Кто-то оказался в других странах, и там условия другие, а ты здесь. Поэтому я очень люблю смотреть всегда возможности, которые дает то место, где ты сейчас находишься. Я тоже от себя могу как от обывателя дать, да, совет туда же в копилку. То в первую очередь я считаю, что, возможности. Надо всегда пробовать и смотреть на возможности, остановиться в ситуации, попробовать посмотреть со стороны на нее, и сказать себе, окей, а какие возможности сейчас у меня есть, что поменялось, есть теперь, чего не было там вчера. Что касается Германии, мое личное мнение, что здесь колоссальные возможности. И не только в Германии, вообще очень многие сейчас получили шанс, да, там приехать в Европу,
устроиться на работу, даже сейчас не говоря про социальную помощь. Раньше не было так просто приехать и здесь устроиться на работу. То есть раньше были эти 90 дней, ты мог приехать, отдохнуть, а если ты уж хочешь там легализоваться, это тоже было не так просто. Сейчас, пожалуйста, в любое место в Европу ты приезжаешь, там, это что касается украинцев, понятно. Хочется немножко перейти в такую как бы тему. Подкаст задуман не только для тех, кто уже находится в эмиграции, да, а еще для многих тех, кто только задумывается над этим, думает, принимает решение, ехать, не ехать. Есть много страхов. Я, например, когда ехала, да, у меня это было такое полуосознанное решение, потому что сначала я ехала там в Турцию, было непонятно насколько, на чего. Как-то в предыдущих выпусках я рассказывала, да, вот эту историю про то, что нужно ехать не от, а к. Типа, это вообще идеально, да, потому что когда ты едешь от, вот ты уехал от, это была твоя цель, а дальше что? В сопротивлении и возражений у людей много, то есть очень многие хотят, но очень боятся. Боятся того, что тут никто не ждет, боятся то, что сложно будет найти работу. Давай сразу уточним, ты говоришь об Украине? Нет, я говорю вообще не только про Украину. Можно отдельно сказать про Украину, можно отдельно сказать там про другие страны СНГ. То есть я говорю просто про русскоязычную аудиторию. Всегда всю жизнь я в Украину всю жизнь ехала в Польшу, Польша всю жизнь ехала в Европу работать. То есть люди едут в поисках лучшей жизни, но у них есть страхи. Как себя мотивировать, как себе поставить, может быть, правильно цель, да, к иммиграции, к переезду. Давай сразу скажу по Украине, а потом по всем остальным, потому что это имеет значение. Если есть хоть малейшая опасность, что может быть попадание в дом, где вы живете, ваши дети, то тут выбор очевиден. Сохранение здоровой психики — это, не в сиренах точно. Я никогда не навязываю свою позицию, каждый решает самостоятельно, но это физическая опасность. Ты из опасности едешь в безопасность. У этой безопасности есть своя цена, да, но она дорогая. Вот она такая. И это то, что проживают сейчас все украинцы, которые приехали сюда. Это для того, чтобы вы себе это напоминали и говорили, что вот ради чего вы сюда приезжали, на самом деле, приехали. Это, кстати, серьезно поддерживает, когда я говорю это на курсах, да, это всегда поддерживает людей, которые приуныли чуть-чуть. Если говорить в целом об иммиграции, потому что я была, по сути, я выезжала как иммигрант, да, я не знала, останусь я или нет, но у меня история похожа на вот тех, кто из других стран, возможно, думает приехать. Я когда-то прочитала французскую историю времен Наполеона, и вот он любил говорить: мы вяжемся в битву, а там будем решать по мере поступления, да, решать проблемы по мере поступления их. Если ты будешь продумывать все страхи, страховаться максимально от всего, что только может прийти, ты никогда ничего не будешь делать. Потому что наше воображение, оно богатое, оно тебе придумывает миллион страхов, почему нет. Поэтому я себе когда-то сказала, мне было дико страшно. У меня последние 3 дня перед отъездом у меня тряслись руки. И мне было нормально, но вот руки начали трястись. Я думаю, о, как тело реагирует, прикольно. Но я специально себе сказала, я не буду придумывать каких-то возможных ситуаций, потому что иначе я не уеду, иначе я буду бояться, максимально, да, что не найду работу, что никому не нужны. Вот это же страхи на самом деле. И еще Маргарет Тэтчер сказала когда-то, что 99 наших страхов, опасений о том, что может вообще с нами не произойти. Это говорили великие люди. А кто мы такие, чтобы спорить с Маргарет Тэтчер? Кто я такая? Поэтому очень часто с нами действительно какие-то вещи могут и не произойти. Опять же, имея цель, веру в себя, какую-то маломальски подготовку, вот хотя бы чуть-чуть начинать учить язык. Чтобы вы могли приехать и в тот же прийти, там, не знаю, куда, в страховую компанию, сделать себе карту. В ресторане могли уже заказать себе еду какую-то, жилье, базовое. Готовьтесь базовое, и все, и вы выживете. И еще момент. Если закралась уже идея об эмиграции, это какое-то ваше желание, значит, почему-то вы хотите уехать. Наши желания просто так не появляются. Плюс загадывать себе, да, загадывать желания. Вообще тема желаний — это моя любимая, да, интуицию слушать, смотреть, быть внимательным, да, случайный поворот головы иногда решает вообще всю твою судьбу. Да, бывает какая-то случайная встреча, где-то знакомство, которое нам кажется незначительным, иногда приводит к большим выводам, а иногда приводит к большим действиям. Это так. Вот, чтобы понимали, приведу пример такой. Знаешь, я с 20 лет назад откуда-то тоже это проснулось
появилось во мне, я очень внимательно начала относиться ко всем людям, которых я встречаю на своем пути. Неважно, это просто мимолетный там участник какого-то курса, где-то что-то, группы, либо в целом мы пересекаемся, сосед, да, но я со всеми познакомлюсь, если можно, заведу какую-то беседу. И вот я специально записалась на курс, я его не считаю за курс вообще языка, он был раз в неделю, в четверг, там 1,5 часа всего шел. Того языка мне не давали ничего, я сама учила больше, чем... Почему говорю, я всегда сама язык учила. Но я пошла только ради знакомств. И вот я познакомилась с девочкой, которая пришла всего 2 раза. В первый раз она пришла, мы с ней познакомились, а второй раз я решила с ней разговориться. И у меня как раз подходил момент, когда моя программа УПР заканчивалась, и я не знала еще, как мне продлевать, на каких основаниях визу. И мне эта девочка в второй раз вот всего лишь, потом я ее не видела, она мне рассказала про возможность, что есть еще социальный год, ты можешь сделать, тебе еще на год дают визу, тебе есть где жить, ты можешь работать, зарабатывать деньги. Она мне рассказала буквально в 3 предложениях. Но это определило потом все мои 20 лет практически. Я продлила визу, проработала еще при больнице, у меня тоже хорошие знакомые. Потом, кстати, эти знакомые мне помогли, когда я поступила с жильем. То есть оно все как цепочечка такая. Но оно бы не было, если бы я тогда ту девочку просто мимо... Девочка и девочка, знаете, как мы иногда пришли на курс, позанимались и ушли. Поэтому будьте внимательны. Цените каждый контакт. Вас жизнь неспроста сводит с теми или иными судьбами. Хотя, видите, оговорочка, да? С теми или иными людьми. Все ценно. И это внимательность. Нам Вселенная всегда дает знаки. Но и слушать себя, конечно. Спасибо огромное. Давай так перейдем к более такому материальному. Как ты думаешь, да. Как выглядит портрет иммигранта в Германию? Кому стоит сюда ехать? Вот просто кто здесь найдет себя? Ну, там, не знаю. Что касается рынка труда, да, какие специальности или какой склад характера человека? Вот просто как выглядит, на твой взгляд, портрет иммигранта в Германию? Однозначно, это люди, которые знают, чего хотят, у которых есть цели. Это люди, которые могут, умеют и готовы много работать. Работать над собой, работать над языком своим, работать на работе, да, куда они едут. То, что здесь никого не ждут, это неправда. Если ты хороший специалист, готов работать, тебя возьмут. Потому что здесь нехватка кадров. Нехватка кадров практически во всех сферах. Те, кто действительно специалист, те, кто хотят работать, они находят свое место. Ну, то есть, может быть, есть какие-то конкретно специальности? Или, например, может быть, есть какая-то, черта, да, у человека, которую ты скажешь, если ты вот такой, то, Германия реально не для тебя. Или такого вообще такого нет? Слушай, нету. Я бы даже добавила сюда умение переобуваться. Как бы это странно сейчас не звучало, потому что мы живем в то время, когда какая-то одна специальность, она может быстро утратить свою актуальность. На ее место приходит другая. И если ты вовремя это не распознаешь, не идешь учиться, тебе тогда не очень будет сладко. Что сейчас в Германии проживает? Многие люди, которые выучились когда-то, 30 лет проработали на заводе своем, сейчас многие закрываются, потому что ситуация тоже непростая. И люди в шоке, они не понимают, что им делать. А то, что им надо было учиться заранее, да, и вообще сейчас придется перестраиваться, это многим не нравится. И, наверное, выживут или востребованы будут те люди, которые умеют вовремя распознать это, новому обучиться и которые готовы менять свою специальность, меняться самостоятельно в целом внутри, которые готовы расти. Это будет постоянный беспрерывный процесс. Вот это главный навык, главное осознание, которое должны понять сегодня все. Неважно, где вы находитесь. Мир быстро меняется, и технологии меняются, и, конечно, так как было, например, в те же, 90-е, уже не будет. Сейчас мир гораздо более быстрый, гораздо более такой динамичный. Как мне кажется, да, еще такой момент, что вот как раньше было что можно было как-то договориться, рука руку мыла, что-то вот такое этого реально становится меньше, по ощущениям. Здесь этого вообще нет. Здесь в Германии этого нет. То есть здесь коррупционные системы, они все не то что отсутствуют, они где-то есть, но на более таких невидимых высших слоях, скажем так, давайте честно. Но вот как у нас, по знакомствам, по этим нет. То есть тут все прозрачно. А насколько
Тяжело найти работу в Германии без знания немецкого. Ну, смотри, я свою первую работу нашла практически без знания немецкого. Я работала в русскоязычной компании логистики, где у меня был русскоязычный коллектив. Это были ребята из Казахстана, из Латвии, Прибалтики, из разных стран. Поэтому я работала как на русском, так и где-то на немецком. И потихонечку вот немецкий вливался в мою жизнь. Поэтому все реально. А сейчас очень много русскоязычных фирм. Потому что вот есть такое мнение, что типа и чё, я приеду полы мыть. Вот, я как бы считаю, что, ну вот мое мнение, да, и опыт, что не обязательно мыть полы. То есть это установка в голове. Ты можешь окна мыть, почему? Можно толчок еще мыть. Вариантов много. Слушай, по поводу работы, кстати. У всех разная точка А, да, из которой вот люди едут. Но бывают моменты, когда если у тебя никакой нет работы, никаких предложений, то бери то, что есть. А в процессе ты найдешь что-то лучшее. И это вам любой скажет, маломальски успешный коуч, тренер и предприниматели все так скажут. Вы не представляете, многие частные собственники, предприниматели сами моют полы у себя в офисе. Немцы. Просто вы этого не видите. И кажется, да что, он тебе никогда... Поверьте. Иногда да. Когда там 1, 2, 3 уборщица не пришла, это он берет и сам моет. Ну а что? Ну а как? Или если ресторан у человека, да, там какой-то выпали работники или что-то. Хозяин сам берет и становится за стол, разносит еду и все вот это. Они сами тоже участвуют. То есть это выглядит только так. Нет, на самом деле разные бывают ситуации. Возьму себя, я работала и в магазине, продавала подушки, шторы, медиа, всевозможные подключения с 2 образованиями, да. Это был мой такой переходной период. Я еще не знала, где я буду работать. Я искала работу. Это потом нашла в логистике, я работала в международных компаниях, у меня опыт больше 12 лет работы в немецких компаниях. Но это после уже, это потом. А до этого, да, стояла за прилавком, если хотите. Была нянькой в семье с красным дипломом. Ничего, корона не упала, я ее слегка поправила и пошла дальше. У меня тоже был похожий опыт, правда, не здесь, а в Украине, когда, ну, так получилось, да, был период между проектами, и было делать нечего. Я такая, ну, пойду костюмером работать. Ну, как бы вот принеси... Это здорово, это классная работа. Не, ну... Ну и там после того, как ты художником работал, управлял проектом. Ну да. А что делать? Ну, есть на что-то надо. Вот был как раз период пандемии, и после пандемии вот такой вот момент. А что делать? Продавцом, ну я, правда, тоже вот, так как художник, я работала продавцом в магазине художественных товаров. Но как бы, опять же, с высшим образованием ничего страшного со мной не случилось. Причем неплохим продавцом была, потому что люблю все это делать. Смотрите, это не на всю жизнь. Это не на всю жизнь. Это если какой-то такой период, и для выживания... Ну почему? Это тоже опыт, кстати. Это тоже опыт. У нас почему-то люди думают, что я тут сейчас засяду на 40 лет и больше не выберусь, и все, и не дай бог на какой-то завод пойти там. Вы еще попробуйте, чтобы вас так надолго оставили. Сегодня так долго фирмы не живут. Поняла. Спасибо. Тоже, мне кажется, такое... Ну, в общем, я хочу тебе задать главный вопрос сейчас, про который я тебе говорила, который задаю всем, да. Если рассматривать, что сейчас ты находишься в точке Б, и тебя перенести в точку А, вот перед тем, как ты решилась на иммиграцию, на переезд, показать тебе вообще все, что тебе придется пережить. Все проблемы, весь трэш, в общем, все это показать, но в итоге показать, что ты будешь вот в этой точке Б. Решилась ли бы ты снова на иммиграцию, на переезд? Однозначно да. Потому что я очень благодарна всему тому, что со мной произошло, иначе я бы не сидела, не была бы там, где я сейчас. А я сейчас себя прекрасно чувствую, мне нравится мое состояние, и именно все события, которые пришли, заставили меня в тот или иной момент поработать над своими внутренними вещами и внешними тоже, чтобы я пришла к тому, к чему я сейчас пришла. И это, конечно же, не конечная точка. Естественно, я иду дальше, у меня новые цели. Но мне так нравится, что сейчас происходит, что сейчас, как я себя ощущаю. Поэтому, конечно, да. Я помню, что ты еще говорила, что у тебя какой-то планируется запуск или какой-то проект, и мы приготовили небольшой подарок нашим слушателям и подписчикам. Вот расскажи подробнее. Я сейчас работаю плотно с темой стрессоустойчивости и выгорания. И я готовлю вебинар на эту тему. Я его, скорее всего, запишу. Он будет в красивой такой форме уже. Как работать с этим, как выяснить для себя сначала, что у меня есть выгорание, например, потому что это очень серьезная вещь. Выгорание ведет к проблемам по здоровью, снижению продуктивности,
трудности. Если вы, например, проходите свой сложный путь, а в Германии, когда ты только приехал, это изучение языка, бюрократия, найти работу, все-все-все. Это непросто. Поэтому выгореть элементарно. Отслеживать эти свои моменты на начальном этапе. Это архиважно. Вот я хочу сделать на эту тему вебинар и такую соцпомощь. Да, это будет небольшой продукт, такой соцпомощь, которая самостоятельно можно себя протестировать, есть ли у меня эти признаки, и сразу, как я себе могу с этим помочь. Вот ты говорила, может, какая-то самопомощь, техники. Вот как раз, как я себе сразу же могу в этом помочь, чтобы предотвратить, снизить, да, быть более стрессоустойчивым, а значит, двигаться вперед дальше. Давай какие-то условия проговорим. Я думаю, что одним из условий будет это взаимная подписка на тебя и на меня. Не взаимная, в смысле подписка на тебя и на меня в Инстаграме. И, наверное, что-то надо будет написать тебе в директ. Да, слово выгорание. Написать слово выгорание, и тогда вы получите эту соцпомощь сразу же, для того, чтобы тут же могли себя протестировать и тут же себе помочь. Наши аккаунты для Инстаграма можно будет найти в описании, и все условия будут прописаны в описании к этому видео. Я думаю, что это очень прикольная штука будет. Я буду ждать, когда ты запишешь, потому что для меня это актуальная тема. Я очень люблю погрузиться с головой, без тормозов, в какую-то тему, какой-нибудь проект, который мне нравится. Потом долго упорно чувствовать сопротивление, потому что реально выгорело. Вот. Потом долго заставлять себя это делать. Вот. А потом идти к психологу и говорить, что у меня выгорание. Вот ты знаешь, в этом вся и проблема, что мы долго вваливаемся в это, потом, пока мы осознаем, время уходит, а это все можно было бы сократить. То есть этого всего можно было бы избежать. Сразу держа руку на пульсе, сразу отслеживая свое состояние. И в этом ценно. Ты не теряешь эффективности, ты сразу даешь себе отдых, когда нужно, а у нас это проблема, да, как бы. Мы такие, я тебя понимаю, я тоже такая, мне этому пришлось учиться. Поэтому сразу отслеживать, это вот бережное отношение к себе, я бы сказала, с любовью к себе, это и есть любовь к себе. Идти вперед, добиваться, но с заботой, тем более мы девочки, нам еще нужно, помимо всего, еще красивыми оставаться. Ну вот надо понимать, да, что выгорание, оно же бывает не только там в работе, да, вот бывает выгорание в изучении языка, бывает выгорание, то есть можно отнести к любому, наверное, аспекту. Конечно, да, это касается много очень наших людей, которые здесь еще не нашли работу, но они уже выгорели, потому что в целом психическое состояние, стресс вот этот, он же не от событий, он от нашего восприятия событий, то есть нашего мышления, нашего отношения к этому. Вот от этого выгорания. То есть надо менять мышление, и тогда более будешь стрессоустойчивый. Если у тебя есть какое-то пожелание к нашим зрителям, я думаю, что мы потихонечку будем закругляться. Вот, может, есть какой-то месседж, который хочется донести для всех, кто нас послушал, посмотрел. Было бы здорово. Я думаю, что есть что сказать. Да, однозначно есть, конечно. Друзья, ну что я хочу сказать, что вне зависимости, в какой бы ситуации вы сейчас ни были, вы устали, выгорели или вам тяжело, какие-то негативные мысли, всегда помните, что вы проходите этот путь, чтобы стать сильнее. Нам не даются задачи, которые нам не по силу. То есть если вы столкнулись с какой-то проблемой сейчас, значит, у вас есть силы на то, чтобы ее решить, на то, чтобы ее преодолеть. Мой посыл, мое вам пожелание: продолжайте верить в себя, ставьте себе обязательно цели, мечтайте. Я бы все сделала так же бы, с единственной поправкой, что я бы раньше начала над собой работать, над своей ценностью, над своей уверенностью внутри. И раньше начала бы себе позволять мечтать о большем. Вот я знаю, себя раньше начала, я бы намного больше сейчас уже имела. То есть мы очень часто сами себе запрещаем даже мечтать о чем-то таком. Да мне это не светит, да какой я там не это. Но нам же говорили тоже в детстве, что-то там... Губу не раскатывай, да? И губу раскатывай, нет, что-то такая фраза была: мечтать не вредно, типа... Вредно не мечтать, да. Мечтать не вредно, да. Хотеть не вредно, да, мне тоже. Это фраза, с которой я выросла. И я понимаю, что если бы я раньше начала мечтать о большем, начиная с отношений, заканчивая моих требований по работе, вот вообще к оплате к своей, сейчас бы были бы еще лучший результат. Но никогда не поздно. Переосмыслить, встроить в себя новые убеждения, установки позитивные, которые тебя двигают вперед. И никогда не поздно перестроить свои цели и идти к ним. Это, кстати, тоже вот интересная установка про
про то, что, вот ты там типа 2 года назад говорила вот это, вот это. Так это же, блин, означает, что я прогрессирую, что что-то Конечно, поменялось в голове. Это же конечно, классно, что я по-другому теперь конечно, мыслю. А у конечно, нас же да, есть да. такое, что типа, вот опять же, это тоже откуда-то из детства, что вот ты поставил себе цель, вот ты к ней идешь, и менять цель это типа ай-яй-яй. Это общее в целом советское общество. Вот ты выучился на инженера, ты всю жизнь этим инженером проработаешь и им умрешь. Сейчас времена изменились. То, что ты 2 года назад ставила одни цели, а сейчас ты другие, это говорит о том, что ты адаптируешься, изменяешься и развиваешься. Прекрасно. И, наверное, посыл мой будет тоже еще всем, чтобы не бояться меняться, не бояться менять свои цели, установки и даже ценности, потому что они у нас бывают одни, со временем могут измениться. И идти к этому. Разрешать себе хотеть, разрешать себе мечтать и доверять внутреннему голосу, да, если хотите, и работать над собой. Потому что внутренние установки, негативные установки, мне это нельзя, там, а что люди скажут, вот это вот все. Для того, чтобы зарабатывать хорошие деньги, нужно пахать. Про деньги вообще там очень много установок. Они всегда нам мешают, они блокируют. Работать над собой. И основное пожелание — это становиться осознанными, брать ответственность за свою жизнь, что за вас никто не сделает, за вас никто слова каждый день не выучит, язык за вас никто не выучит, работу за вас никто не найдет. Маленький шажок каждый день, step by step, сила маленьких шагов. Берите жизнь в свои руки. Согласна, абсолютно. Спасибо тебе огромное за то, что ты пришла ко мне в гости, ко мне на эфир, вот, за твое время. Я думаю, что, если честно, я сама немножко такая мотивированная стала после этого, я прям послушала тебя, у меня аж такая волна, мне хочется как-то что-то делать. Вот, главное... Значит, цель достигнута. Да, главное, что нужно делать не хаотично, а вот в направлении своей цели, своей мечты. Всем, кто досмотрел до конца это видео, если у вас остались какие-то вопросы или у вас есть какие-то темы и другого эфира с Марией, вы можете написать нам об этом в комментарии или написать в личных сообщениях. Мы всегда очень рады обратной связи. Не забудьте поставить лайк под этим видео. Это помогает видео двигаться вперед и развиваться нашему каналу в целом. Подписывайтесь на нас. Тут каждую неделю выходят выпуски про иммиграцию в разные страны. Не только в Германию. Мы рассказываем про Францию, Албанию, Америку, Италию. То есть про все-все-все направления, как люди туда переехали, с какими нюансами они столкнулись. Будем рады вашей подписке и встретимся через неделю. Пока-пока. Наташ, спасибо, что пригласила. Мне тоже было с тобой интересно отвечать на твои вопросы и всегда рада помочь. Если будут другие темы, тоже с удовольствием поделюсь своим опытом, как личным, так и практическим.